ибо один только сверхчеловек и только одна сверхнация есть цвет и цель человеческого рода. Остальные были созданы, чтобы служить этой цели, чтобы служить лестницей, по которой можно было бы подняться на вершину. По данным исследователей, в Европе вновь растет интерес к экстремистским публикациям, утверждающим, что евреи якобы хотят подчинить себе человечество. Drives them crazy. You go from here, you go from there, don't come at the same time. Don't make too much show off. Вот не надо было в 2017 году Украине быть самой антисемитской страной. Глядишь бы, в 2022 году не случилось бы СВО нашими руками. Так вот, еврейская паника вызвана тем, что германская военная экспансия происходит на фоне беспрецедентного роста антисемитских настроений в самой Германии. Вы вообще в курсе, что Москва готовится к масштабной войне с НАТО? Я пока еще не в курсе. Но, возможно, такими фразами, что фашизм поднимает голову в Европе, нас уже начинают морально готовить. Или автор МК «Израиль» нам, низшим народам, арийцам русским и арийцам немцам уже заранее так спускают ату, значит, типа воевать с друг другом так же, как с Украиной, и мы, русские, надрав антисемитскую Украину, должны надрать задницы еще потом и антисемитской Европе. Я так вообще все это понимаю, читая вот эти материалы и анализируя. Тысячи славянских трупов с обоих сторон. Очередной славянский геноцид. Я не знаю, выиграли мы или проиграли, друзья. Но Трамп говорит, что выиграли они, и, в общем-то, так и есть. Я так это и вижу. Выиграли они. Ну, чего уж там. Надо смотреть не тогда, когда в 1945 году победили, а нужно смотреть сейчас. Что мы имеем в итоге. Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале Эпоха X. И сегодня, в день 80-летия победы в Великой Отечественной войне, мне бы хотелось поговорить о фашизме. О фашизме, который вновь поднимает голову. По крайней мере, так заявляют наши национальные лидеры. Но только о каком фашизме они говорят? Какой фашизм поднимает голову? И самое главное, к чему сейчас уже загодя готовят русских людей? Не к новой ли войне? Давайте разберемся в этих понятиях фашизма. Кто же все-таки поднимает голову в канун 80-летия Великой Победы? Об этом я хотела бы сегодня поговорить на нашем канале. Ну, а начнем мы с вами, как всегда, с последних заявлений, например, Дмитрия Медведева 28 апреля на международном симпозиуме о значении победы над нацизмом, уроки создания ООН, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил: победа над нацизмом определила основы справедливого миропорядка, который был закреплен в уставе ООН. Но во многих странах, даже свободных от фашистского ига, вновь поднимает свою голову нацизм, который находит поддержку на государственном уровне. Вот такую фразу сказал Дмитрий Медведев. А 5 мая участников антифашистского форума, деятелей культуры «Гитары в строю», поприветствовал глава уже МИДа Сергей Лавров и тоже сказал, что спустя почти 80 лет после победы фашизм вновь поднял голову в некоторых европейских странах и в первую очередь на Украине. Ужасающие слова для российского человека, согласитесь, и нацизм, и фашизм снова поднимают голову, да еще и в двойном размере. Но кого имели в виду
Медведев и Лавров. Они не уточнили, кто эти фашисты. Фашиствующие жидомандеровцы Украины подняли головы против славян, или Европу захлестнул рекордный всплеск антисемитских инцидентов. И об этом бьют в набат израильские ученые по всему миру. Все-таки чья голова нацизма и фашизма поднялась? Они не уточнили. Как и не уточнили нам за все эти 80 лет Великой Победы, что главный фашист был вовсе не Гитлер. Сверхнацию и сверхнарод за 30 лет до Адольфа Гитлера определил другой человек, и он, главный фашист сегодняшнего миропорядка, родился в славном городе Киев. Об этом вы, конечно, не знали. Ну ничего, сегодня узнаете, как и много интересных вещей, понятия о которых нам, как всегда, перевернули. В одной из своих выступлений руководитель израильской спецслужбы Натив, специализировавший на связях с евреями на постсоветском пространстве и совершивший свою алию в Израиль в 1968 году, ну, точнее, перебежчик, можно сказать. Алия – это значит совершивший свой исход в Израиль из СССР. Так вот, товарищ Кедми уточнил, что такое нацизм и фашизм, и какие корни он имеет. Так что нацизм и расизм, и фашизм – это плоть от плоти, от еврейской морали и цивилизации. На этом она стояла, стоит и стоять завтра будет. И если Кедми дал вроде уже определение расизму, нацизму и фашизму, то что же все-таки имели в виду Лавров и Медведев, когда сказали, что фашизм поднимает голову в Европе? В какой новой войне нас уже морально готовят на тот случай, если Европа выйдет из-под контроля сионистов? Думаю, что сегодня я вас в очередной раз удивлю. Итак, не так давно в соцсетях пронеслась информация, что 3 флага с нацистской свастикой появились утром в воскресенье 20 апреля 2025 года в столице Швеции, Стокгольме, на одной из самых загруженных автомагистралей и важной транспортной артерии страны. Флаг нацистской Германии был и у здания местного муниципалитета еще в одном шведском городе Ветланда в тот же день, в день рождения Гитлера. Получив сообщение об инциденте в 7:19 утра, уже через 20 минут все баннеры были сняты, сообщает еврейский журнал «Лихаим». А полиция зафиксировала происшествие как подстрекательство к ненависти в отношении группы населения. На такой выпад возмутился посол Израиля в Швеции Зив Нева Кульман. В социальной сети X он написал: «Я потрясен появлением флагов со свастикой в Стокгольме, в Европе, где, казалось бы, подобное больше невозможно». Празднование день рождения Гитлера происходит на фоне роста антисемитских инцидентов в Швеции. После нападения террористов Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года число жалоб на антисемитизм в Швеции резко возросло с 24 случаев в 2022 году до 110 в период с октября по декабрь 2023 года. Это данные Шведского национального совета по предупреждению преступности. Антиизраильские настроения были и в 2024 году, когда в Швеции проходил конкурс Евровидения, где израильскую участницу Эден Голан активно освистали во время выступлений. А Грету Тунберг запретили упоминать в школах Израиля. Перестала она быть героем для
подрастающего поколения после того, как она была замечена в антисемитских демонстрациях. Общественные деятели и дипломаты Швеции призывают власти принять меры по противодействию росту проявлений ненависти к еврейскому населению. О свирепом всплеске антисемитизма в Америке говорили Байден и Трамп в 2023 и в 2024 годах. Забеспокоились и французские евреи. Как писали «Новые известия», почти 92% французских евреев уверены в том, что их положение только ухудшается. Имеется в виду во Франции. Раввин Большой синагоги Парижа Моше Себак заявил: «Сегодня ясно, что у евреев во Франции нет будущего. Я говорю всем, кто молод, ехать в Израиль или в более безопасную страну». По данным исследователей, в Европе вновь растет интерес к экстремистским публикациям, утверждающим, что евреи якобы хотят подчинить себе человечество. Так и хочется сказать: якобы слово уберите, и это неудивительно, говорит автор статьи, это я уже продолжаю цитировать, на протяжении сотен лет свои неудачи европейцы привыкли сваливать именно на евреев. Вот так вот. Вот такой, оказывается, каламбурчик получается. Какой интересный подход. Самой антисемитской страной Европы в 2018 году была признана Италия. В 2017 году на постсоветском пространстве эта антисемитская самая страна была никто иной, как Украина. Вот не надо было в 2017 году Украине быть самой антисемитской страной. Глядишь бы, в 2022 году не случилось бы СВО нашими руками. Вот так, дорогие друзья. Привыкли же европейцы сваливать все на евреев. Ужас какой-то. А вот что пишет 27 апреля 2025 года итальянская газета «Нотизье». Я надеюсь, что я правильно произношу, возможно, неправильно, но что, простите, я не итальянец. Если вдруг неправильно, вы меня извините. Так вот, итальянская газета «Нотизье» пишет: антисемитизм – древнее и стойкое зло, переживает момент тревожного возрождения в Италии. По последним статистическим данным, вот они, фашистские государства, самые фашистские государства, что они сейчас пишут. Антисемитские, так по последним статистическим данным, антисемитские действия в нашей стране, то есть в Италии, возросли в 2 раза, 400% за последний год. Это 25 год, 27 апреля. Это тревожные данные. Каждый месяц примерно 90 случаев антисемитизма. Число, которое подчеркивает серьезность ситуации и необходимость немедленного вмешательства. Тревожным аспектом является искаженное восприятие Холокоста среди новых поколений. Расследования, проведенные TG4, заметьте, в каждой стране есть какая-то организация, которая проводит обязательно расследование, делает замеры антисемитских настроений. В каждой стране буквально есть такая организация. Так вот, расследование, проведенное TG4, что это за такая организация, непонятно, показало, что память о Холокосте в Италии кажется все более отдаленной, и эта память, как предупреждение будущим поколениям, рискует быть забытой. Давиде Романо, директор музея еврейской бригады в Милане, подчеркивает важность воспитания у молодежи памяти о Холокосте. Рост антисемитизма – это не просто проблема, волнующая
еврейскую общину. Она затрагивает все общество. Жизненно важно, чтобы все, от простых граждан до политических лидеров, объединились в борьбе против ненависти и дискриминации. Поэтому крайне важно продвигать культуру уважения и толерантности. Ну, видимо, это Холокост, по мнению автора этой статьи. Это, я еще раз повторяю, статья в итальянской газете «Нотезье». Вот такая тревога о нацизме и фашизме. И о ней, видимо, нам рассказывают политические лидеры Медведев и Лавров. Но самая главная паника еврейских общин, граничащих буквально с паранойей, вызвала новость, озвученная московским комсомольцем в Израиль. Московский комсомолец в Израиле. Оказывается, у нас есть не только московский комсомолец, но и его представительство в Израиле. Вот такая Российская Федерация. Непростая. 1 апреля 2025 года в статье МК «Израиль. Круг истории. Антисемитизм в Германии зашкаливает, а армия движется на восток» автор статьи пишет: в апреле 2025 года произошло событие, которое еще несколько десятилетий назад казалось немыслимым. Германские войска официально вернулись к границам бывшего Третьего рейха. Бундесвер развернул постоянный военный контингент в Литве, стране, где во время Второй мировой войны нацисты и их пособники уничтожили около 90% еврейского населения, то есть 190-195 тысяч человек. Развертывание немецких войск в Литве, неизвестно, кто их развертывает, возможно, такие же Давиды Аароновичи Мендели, как говорят имя нашего Дмитрия Медведева, только вот немецкого происхождения. Так вот, эти развертывания немецких войск в Литве на фоне растущего антисемитизма в Германии вызывает глубокую обеспокоенность в еврейских общинах, которые видят в этом и тревожный признак исторического беспамятства Европы и пренебрежения памятью жертв Холокоста, пишет МК «Израиль». Под командованием генерала Кристофера Хубера, имя у автора статьи невольно вызывает ассоциации с офицерами СС, уже размещены первые 150 военнослужащих из планируемых 4800 солдат и 200 гражданских лиц Бундесвера. То есть ужас вызывает сам факт, что впервые с 1945 года германские войска будут постоянно размещены на территории, где всего одно поколение назад вермахт и подразделения СС проводили массовые расстрелы еврейского населения. Впервые со времен Второй мировой войны Германия разместила регулярные военные части за пределами своей территории. Контингент Бундесвера дислоцирован в Литве на полигонах Руднинкай и Казлу-Руда, находящиеся в непосредственной близости от границ с Белоруссией и Калининградской областью Российской Федерации. По договоренности с Литвой Германия отправит до 2027 года 5000 солдат и офицеров в Литву в рамках усиленного присутствия НАТО на восточном фланге Альянса. Цель размещения – это бронетанковые военные бригады на территории Литвы, это укрепление восточного фланга НАТО, как я и сказала, и удержание России от нарушение территориальной целостности и суверенитета государств в Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы, все из которых являются государствами-членами НАТО. Для этих семей готовится инфраструктура, создана специальная группа подбора жилья, образовательная инфраструктура строится, рассматривается вопрос наращивания числа авиарейсов в Германию, языковые курсы проводятся для приезжающих семей из Германии. Ну и достигнуть полную боевую готовность подразделения планируется в 2027
уже году, как я и говорила. Ну, вообще интересная конфигурация получается. Паникуют еврейские общины. Впервые с 1945 года германские войска будут постоянно размещены на территории, где всего одно поколение назад вермахт и подразделения СС уничтожили, как я уже говорила, 90%, около 90% еврейского населения. А если паникуют еврейские общины, то должны паниковать и мы, русские. Поэтому нам дается информационный посыл: НАТО у наших границ России, и фашизм в Европе поднимает голову. Я так это понимаю. Хотя, конечно, нам есть что опасаться, но как-то все это очень получается, все в перевернутом виде. Паникуют еврейские общины. Значит, паникуйте, пожалуйста, вы, русские, потому что Россия же новый Израиль. За чьими спинами прятаться-то будут на случай, если что пойдет не так? Ну, если вдруг ситуацию невозможно будет удержать своими силами. Так вот, еврейская паника вызвана тем, что германская военная экспансия происходит на фоне беспрецедентного роста антисемитских настроений в самой Германии. In Germany, the Jews wouldn't push their nose into society, judges, lawyers, this, everywhere, control, politics, money, success. It drives them crazy. Jews should have taken the advice of Yaakov Avinu. He said to his sons, they're all handsome, nice, righteous, and wealthy. Do not come in one door when you go to buy food. Why? What's the problem, Father? Why? They're going to see all of you full of cash. You all dress well. You're coming in one door. All one family of Jews. They'll go crazy. It drives them crazy. You go from here. You go from there. Don't come in the same time. Don't make too much show off. Not to talk about build mansions and drive fanciest car and 10 carats diamonds in every finger and all these things that drives them even more crazy. Now, as long as the Goyim has plenty of money, they can take mortgage with 4%, they can live like they're rich. No, it doesn't kill them so much. The problem begins when the interest rate goes up and they cannot pay the bills and they lose their homes, and they hear that by Jews, business as usual, another 300 million deal, another $500 million deal, and it drives them crazy, and they hear it on the news, and from here until going to break graves and burn synagogues. I don't have to tell you how quick it can happen. По данным Федеральной ассоциации департаментов по исследованию и информации об антисемитизме РИАС, количество антисемитских инцидентов в Германии выросло на ошеломляющие 80% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, с 2616 до 4782 случаев. Вот так. Антисемитские инциденты выросли в Германии. После террористической атаки Хамас на Израиль 7 октября 2023 года ситуация стала просто катастрофической. Число антисемитских инцидентов подскочило на 320%, достигнув в среднем 29 случаев ежедневно. В первой половине 2024 года только в Берлине было зафиксировано 1383 антисемитских инцидента. На этом фоне расширение германского военного присутствия вблизи российских границ для еврейских общин приобретает особо зловещий оттенок. Неужели Европа настолько забыла уроки истории, что готова снова вооружить Германию и подталкивать ее к конфронтации с Россией, спрашивает автор статьи. Ну и как вам такой заход в еврейской постановке вот вопроса, скажите? Короче, если ситуация выйдет из-под контроля, как я это вижу, да, то тема НАТО у российских границ будет в российских СМИ прокачиваться с двойной силой, раздута, как и с Украиной, как с самой антисемитской страной 2017 года, по итогам 2017 года. Так получается, да?
И спасать их должны будем мы, русские. Русские же это не арии, как немцы. Мы от этого сами добровольно отказались. Россия же это, еще раз повторяю, новый Израиль. Значит, это правая рука или левая рука Израиля. Все прошли посвящение, присягнули верности Богу Израилеву в иудохристианских церквях. Они наша голова, а мы их руки и ноги. Так получается. Вот я так это вижу. Я, может быть, что-то неправильно понимаю. Вы мне объясните, пожалуйста, в комментариях. И вообще, зачем нас подталкивать к конфронтации с Германией? И хочет ли Германия вообще конфронтации с Россией? Или ее на эту конфронтацию в очередной раз наускивают вот такие вот зеленские Бундестага? Не подобное ли случилось 85 лет назад? А ну-ка, напрягите свои мозги. При этом особо отмечу, что концепция сверхнарода возникла далеко до Адольфа Гитлера. Еврейский писатель, публицист и философ, настоящее имя Ушер Исаевич Гинзберг, он же видный сионистский идеолог Ахад Гаам, за 30 лет до Адольфа Гитлера в своем труде «Переоценка ценностей» указывал, что, приняв идею сверхчеловека, сионисты предполагают и наличие сверхнарода, который в самое раннее время стал осознавать свое превосходство над всеми окружающими его существами в образе человеческом. Гоями. Эта нация будет господствовать над другими, писал Ахад Гаам. И эта нация есть Израиль, который среди других народов составляет действительно высший тип человека. Ахад Гаам Ушер Исаевич Гинзберг родился 18 августа 1856 года в Сквире Киевской губернии Российской империи. Умер в 1927 году. Очень непростое время для России, заметьте. Умер он уже в Тель-Авиве, получив британский мандат в Палестине. Ну, теперь понятно, почему немцы в первую очередь вошли на Украину и почему стал возможен Бабий Яр на Украине, если учесть, что это не Германия объявила войну сионизму. Но это уже другая история. А вот что писал уроженец Киева Ушер Исаевич Гинзберг, он же Ахад Гаам, о сверхнации. Я хочу вам зачитать эту цитату. «Израиль вернет идеи добра то значение, которое она имела раньше. Добро применяется к сверхчеловеку или к сверхнации, который имеет силу, чтобы распространить и дополнить свою жизнь, и которая имеет волю стать господином Вселенной, не считаясь с тем, что это может дорого обойтись массам низших существ и низших народов, не считаясь с бедствиями, которым они могут вследствие этого ввергнуться. Ибо один только сверхчеловек и только одна сверхнация есть цвет и цель человеческого рода. Остальные были созданы, чтобы служить этой цели, чтобы служить лестницей, по которой можно было бы подняться на вершину. Ахад Гаам. Почему же нам не рассказывают в наших учебниках, да и вообще практически в Википедии, в открытых источниках практически не найдешь этого определения фашизма по Ахад Гааму, не найдешь рассказов об этом киевском деятеле, который родился, я так понимаю, за чертой оседлости Российской империи. Но вернемся к нашей статье МК «Израиль». Автор рассуждает в МК «Израиль».
Потсдамское соглашение 1945 года предусматривало полное разоружение и демилитаризацию Германии, ликвидацию всех военных и военизированных организаций. Однако сегодня эти ограничения преданы забвению. Более того, мы наблюдаем беспрецедентное наращивание германской мощи. В 2023 году Германия выделила особый фонд в 100 миллиардов евро на перевооружение. Берлин обязался предоставить НАТО 35 тысяч военнослужащих и более 200 кораблей и самолетов. Евросоюз не только не противодействует этому опасному развитию событий, но и всячески его поощряет. Вот эти страхи еврейских общин в нас должны что разжечь? Какие плохие немцы? Я училась в Дублине вместе с немцами. Они замечательные. Можно сказать, меня на руках носили. 2 месяца я училась в Дублине, изучая там английский язык. И смотрели они на нас, на русских, на меня в частности, и вообще на русских, сколько бы я ни бывала в Германии, с таким интересом, кто их победил. При этом они нас уважают. У них к нам, русским, нет никакой ненависти. Зачем нас стращать немцами? Но в чем паника среди евреев? Автор пишет, ирония в том, что германские войска возвращаются именно в те регионы, где нацисты проводили политику окончательного решения еврейского вопроса. Помимо Литвы, где было уничтожено 90% еврейского населения, вспомним масштабы трагедии в соседних странах, пишет автор. Как точно подмечено в материале МК Израиля, еще не высохли слезы памяти родственников тех, кого вермахт и СС массово уничтожали в этих местах, а германские войска снова там. Еврейские общины по всей Европе с растущей тревогой наблюдают за этими процессами. Вот это, видимо, и имели в виду Лавров и Медведев, говоря нам о том, что фашизм в Европе поднимает голову, но еще не поднял. Развертывание германских войск в Литве – это не просто военно-политическое решение, это решение с глубоким историческим и символическим для еврейских общин значением, которое можно интерпретировать как пощечину памяти о Холокосте, пишет автор МК Израиль. Председатель еврейской общины Литвы Фаина Куклянский так и заявила: антисемитизм процветает, если мы не боремся с ним всеми возможными средствами. Это не просто абстрактное предупреждение, это уже крик тревоги. И когда Федеральная разведывательная служба Германии BND сообщает, что Москва готовится к масштабной войне с НАТО, это звучит как эхо 1930-х годов, когда нацистская пропаганда готовила общественное мнение к превентивной войне против СССР. Вы вообще в курсе, что Москва готовится к масштабной войне с НАТО? Я пока еще не в курсе. Но, возможно, такими фразами, что фашизм поднимает голову в Европе, нас уже начинают морально готовить. Или автор МК Израиль нам, низшим народам, арийцам русским и арийцам немцам уже заранее так спускают ату, значит, типа воевать с друг другом так же, как с Украиной, и мы, русские, надрав антисемитскую Украину, должны надрать задницы еще потом и антисемитской Европе. Я так вообще все это понимаю, читая вот эти материалы и анализируя весь этот материал, который у меня простроился воедино. А самое главное, что мы, русские, выиграли от войны с Украиной. НАТО все равно почти у наших границ. Как нам говорили, что НАТО не должно стоять у наших границ. Ну вот, пожалуйста, НАТО все равно у наших границ, НАТО пришло. Может быть, еврейские общины так боятся НАТО у наших границ, как бы мы не воссоединились с немцами, как это произошло в период падения немецкой стены.
Так что мы выиграли? НАТО у наших границ, Россия 300 миллиардов долларов замороженных активов на зарубежных счетах отдает на восстановление Украины. И главное, никто не наказан за такие просчеты, что на зарубежных счетах были заморожены наши деньги. Силуанов как сидел, так и сидит. То есть, по сути, 300 миллиардов долларов русских денег пойдут на восстановление того небесного Иерусалима, о котором нам говорил Беркут. Вместо войны без конца теперь президент Владимир Владимирович Путин предложил американским правительственным структурам и компаниям заняться совместными проектами по добыче редкоземельных металлов на территории, занятыми российскими войсками Украины. И тысячи славянских трупов с обоих сторон. Очередной славянский геноцид. Я не знаю, выиграли мы или проиграли, друзья. Но Трамп говорит, что выиграли они, и, в общем-то, так и есть. Я так это и вижу. Выиграли они. Ну, чего уж там. Надо смотреть не тогда, когда в 1945 году победили, а нужно смотреть сейчас. Что мы имеем в итоге? Они и тогда победили, но об этом я расскажу позже. Еврейские общины имеют полное право быть обеспокоенными, пишет автор МК «Израиль». В мире, где антисемитизм снова поднимает голову, это слова из этой статьи, заметьте, как она перекликается со словами Медведева, нацизм снова поднимает голову. Автор МК «Израиль» буквально в апреле уже пишет: антисемитизм снова поднимает голову. Послушайте, это что у нас? Подмена? Это у нас вот так вот подмена понятий происходит? Еврейское беспокойство, пишет МК «Израиль», это не паранойя, а здравый смысл, основанный на трагическом историческом опыте. Откуда же такая тревога, еврейское беспокойство? Газета «РУ» 23 апреля 2025 года подтверждает своим заголовком: израильские ученые заявили о рекордном всплеске антисемитизма по всему миру. Ну, об этом рекордном всплеске антисемитизма по всему миру и о России мы поговорим с вами в следующих роликах. Ну, а тот, кто хочет разобраться в сути противостояния Европы и Сиона, откуда пошло это противостояние, его смысл и корни, предлагаю погрузиться вместе со мной в новое мое журналистское расследование, которое ждет вас на площадке в Бусти. Ролик, который так и называется «Мировая битва за престол Божий» или «Битва за мировой престол». Очень многое станет понятно. Всего вам доброго. До свидания. Задумайтесь над этой фразой. Фашизм поднимает голову. Антисемитизм поднимает голову. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.